Привет, друзья! Сегодня готовим сало. Как его у нас еще называют, это будет бачок. Сало, проросшее с мясом. Сегодняшний способ приготовления необычный, но очень-очень легкий. А в итоге получится просто бомба-ракета. Итак, берем непосредственно сам бачок, сало, проросшее с мясом. У меня в итоге здесь 1 килограмм 200 грамм, два вот таких вот куска. Я их нарезал таким способом, чтобы они мне поместились в мою кастрюлю. Затем берем большую плоскую тарелку, в нее добавляем специи, вначале 1,5 чайной ложки соли, 1 чайную ложку копченой паприки, если нету копченой паприки, можно взять просто сладкую, чуть больше, нежели пол чайной ложки острой паприки или же красного молотого перца. 1 чайную ложку сушеного молотого чеснока, 1 чайную ложку смеси разных перцев и 1 чайную ложку сушеного молотого базилика. И после того, как вы добавили все специи, их в тарелке нужно очень хорошо перемешать. Ну и после того, как вы все хорошо перемешали, берем наше сало и вот таким вот образом очень хорошо, полностью со всех сторон обволакиваем его специями. Там, где специи не поприлипали, берем просто с руками и тоже хорошо смазываем, чтобы полностью вся поверхность сала была хорошо покрыта этими специями. Таким вот образом обволакиваем в специи полностью все сало, которое вы для себя приготовили, и отставляем его в сторонку. Можно поставить его в холодильник минимум на 2 часа. Лучше, если оно простоит всю ночь. Через 2 часа готовим кастрюлю, в которой будем готовить наше сало. В нее отправляем немного луковой шелухи, примерно с 1-2 луковиц. 5-7 горошин душистого перца. Сюда же в кастрюльку добавляем 2-3 лавровых листа, 1 чайную ложку копченой паприки. И все вот это нужно залить холодной водой примерно в пол кастрюли. Затем по центру кастрюли я устанавливаю небольшую стопку. Это для того, чтобы пароварка моя не провалилась прямо в воду. Если же у вашей пароварки ножки слишком длинные, они не будут касаться воды, то стопку можно не устанавливать. Затем в кастрюлю я устанавливаю сам прибор для пароварки. И вот посмотрите, стопка не дает ему провалиться прямо в воду. И поэтому я точно буду уверен, что мое сало будет готовиться только на пару. Это будет необычный способ, о котором я говорил в начале ролика. Итак, укладываем сало вверх на пароварку, таким образом, чтобы оно было как можно ближе к центру. Смотрите, у меня куски большие, но это ничего страшного. Накрываем все крышкой и немножко крышку, так сказать, как будто бы утрамбовываем. Во время приготовления наше сало немножко уменьшится, и крышка более хорошо будет лежать на поверхности. Устанавливаем кастрюлю на огонь. Огонь на плите делаем чуть выше среднего и дожидаемся того момента, пока не закипит вода. Как только вы увидели, что вода в кастрюле закипела и уже начал идти из-под крышки пар, огонь нужно уменьшить до минимального. Так, чтобы вода в кастрюльке кипела на самом маленьком огоньке, но самое главное, чтобы вода кипела. Через 30 минут после того, как закипит вода, снимаем крышку, снимаем вот этот прибор пароварки вместе с салом, и в кастрюлю нужно обратно долить воду. Воду нужно доливать так, чтобы она была теплая, с чайника. Лучше всего, если вы будете доливать тот же самый кипяток. После того, как долили воду, отправляем прибор пароварки вместе с салом обратно в кастрюлю, накрываем опять крышкой и еще все кипятим ровно 30 минут. В общем итоге сало на пару у вас должно будет простоять ровно 1 час. Через час времени ваше сало уже будет готовым. Его нужно будет снять в отдельную тарелку и дождаться, чтобы оно полностью остыло. Ну а после того, как сало полностью остынет, нам понадобится взять 1 головку чеснока, очистить его от шелухи и пропустить в отдельную тарелочку через чесночный пресс. В тарелочку к чесноку добавляем 1 чайную ложку подсолнечного масла и очень хорошо все перемешиваем. Этим чесноком нужно очень хорошо натереть каждый кусочек сала. Честно вам скажу, лучше это делать руками, а не так, как я, ложкой. Затем натертый кусок сала хорошо заворачиваем в пищевой целлофан и отправляем наше сало в холодильник хотя бы на 1 ночь. Конечно же, лучше, если сало будет выдержано хотя бы сутки, тогда вкус будет более насыщенным и вы почувствуете самый-самый неповторимый вкус сала на пару. Ну что ж, друзья, у меня прошла 1 ночь и настало время посмотреть, что же у нас получилось в итоге. Итак, разворачиваем аккуратно сало из пищевого целлофана, берем нож и нарезаем его на порционные кусочки. Само сало нарезается очень легко, ну а аромат стоит, можно скушать прямо вместе с этим ножом.
Только посмотрите, какое красивое и аппетитное сало получается в разрезе. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не понравилось, поставьте дизлайк, но только, пожалуйста, напишите, что я сделал не так, что вам не понравилось. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И обязательно поделитесь такой вкусняшкой со своими друзьями. А мы с вами встретимся, как всегда, в следующих видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!